Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 1 марта и обязательно в этот день проведите практики. С помощью этих практик вы сможете привлечь деньги в свою жизнь, а также вы сможете избавиться от проблем и неприятностей. Простые практики, которые помогут вам в этот день. Поэтому обязательно воспользуйтесь возможностью. Вы знаете, 1 марта и вообще весна – это время чудес и важных энергетических перемен, потому что каждый человек воспринимает повышенный энергетический фон по-своему. И весна вот именно в то время, чтобы очистить энергетику в своем доме, очистить энергетику в своей вот эту негативную в душе. И, конечно же, провести определенные практики, обряды, ритуалы для привлечения удачи и благополучия. И вы знаете, именно 1 марта считается идеальным, вот просто идеальным временем для проведения практик, ритуалов и обрядов на привлечение счастья, на привлечение благополучия, изобилия и достатка. Дело в том, что завершение зимы и пробуждение весны – это вот достаточно энергетически сильное время. И все изменения происходят естественным образом, потому что происходит смена времени года. И эти практики, о которых мы далее поговорим, они только вам помогут. И вы знаете, в какой-то степени, возможно, мы сами не осознаем, но это так, сама Вселенная жаждет помочь нам найти самих себя. Конечно же, очень важно, чтобы мы с вами научились распознавать знаки судьбы, потому что они будут появляться в нашей жизни не случайно. Планеты и звезды каждую новую весну дают людям подсказки о том, как изменить жизнь к лучшему. Кроме того, 1 марта, друзья, мы с вами еще отмечаем народный праздник, который посвящен Яриле, а это славянский бог весны, плодородия, а также считается, что 1 марта проходили проводы зимы и встречали весну. В некоторых регионах именно этот день, 1 марта, называли Данила новичком, потому что был первый день весны. В славянской мифологии Ярила, по-другому его называли Ярила, Яровит, Яромир, Руявит – это бог земли, солнца, весны, тепла, солнечного луча и плодородия. Это сын бога Велеса и богини Додолы, также известной как Перуница, жена бога Перуна. Чаще Ярила изображается в виде молодого юноши или мужчины с венком из цветов на белокурой голове, в белой одежде, восседающем на белоснежном коне. Конечно же, впереди нас всех ждет новый сезон полевых работ. А это значило, что именно Ярилин день – это один из последних дней, который был свободный от работы. Потому что в это время люди старались как можно лучше отдохнуть перед сельскохозяйственными работами. Этот праздник отмечали так, что гудело все вокруг. Народ собирался на улице, где устраивались масштабные гуляния, ярмарки, танцы. Взрослые дети устраивали огромные хороводы, пели, плясали, веселились от души. Поэтому именно в 1 марта, в этот день, когда происходят достаточно сильные вибрации, обязательно проведите следующие практики, о которых мы поговорим. И первая практика – это на благополучие. Конечно, многие из нас хотят обрести благополучие, хотят забыть о тех проблемах и горестях, которые существуют в жизни того или иного человека. Поэтому именно 1 марта проведите следующую практику. Она простая, но в то же время действенная. Для начала возьмите листок бумаги и на листке бумаги запишите все то, что мешает привлечению удачи, счастья, финансового благополучия, удачи, денег и при этом не дает вам развиваться. Вот просто сами себе откройте листок бумаги, берите ручку и пишите. Не обращайте внимания, что вы не поэт или вы не человек, какой-то великий человек, который умеет красиво писать. Для вас очень важно, чтобы вы тезисно сами для себя осознали, что же у вас не так в жизни. И таким образом вот именно вы начнете писать свои какие-то, возможно, обиды, препятствия, которые у вас были в жизни. И вы сами для себя осознаете и поймете, что вам мешает, в первую очередь, ваши обиды, ваши какие-то комплексы, боязнь чего-то. Не бойтесь, пишите.
После того, как вы напишете этот список может состоять из одного пункта, и может из 15, из 30, по-разному. Главное, чтобы вы были чисты. Если в этот момент, когда будете проводить практику, у вас будет желание плакать, плачьте. Не бойтесь этого состояния, это очень хорошо. Ваше тело очищается, на энергетическом уровне так же самое происходит это. Итак, когда вы напишете список, обязательно зачитайте его вслух, а затем сожгите над пламенем свечи. Когда будете сжигать, обязательно скажите следующие слова. Как снег весной тает, в божественную воду превращается, землю матушку питает, весну встречает, таки беды, горести мои уходят, растворяются, счастьем сменятся, изобилием наполняются. Этот пепел нужно вынести на снег, если в вашем регионе есть снег, или отправить в ручей. Если у вас нет ручья, то закопайте в землю, чтобы в жизни у вас больше не было поводов для тоски, для грусти и для поражений. Следующую практику, которую вы можете провести 1 марта, это практика на привлечение денег. Потому что все-таки привлечь финансовый достаток очень многие люди переживают, но вот именно 1 марта вы можете провести именно эту практику на привлечение денежного благополучия. Для этого вам нужно взять несколько монет. Но обращаем ваше внимание, эти монеты должны быть платежеспособны, то есть они не вышли еще из обихода. Положите их на блюдце и припорошите снегом. После того, как снег растает полностью, вы должны сказать определенные слова и полить живой цветок. Если в вашем регионе уже нет снега, то тогда налейте в блюдце воды и вынесите на улицу на пару минут. Пусть водичка эта напитается воздухом и лучами солнца. И далее скажите: цветок растет, развивается, денежное благополучие в дом приумножается. И для этой практики все-таки постарайтесь приобрести одно из растений, которое притягивает деньги. Или вы можете вырастить несколько цветов. Монетки мы высушиваем и раскладываем в доме по укромным местам, чтобы они притягивали в дом финансовый поток. Следующая практика, которую мы вам предлагаем провести 1 марта, она достаточно сильная. Это практика, которую проводят именно с помощью соли. Благодаря этой практике вы сможете снять определенные негативные программы и даже отразить энергетические атаки. Именно эта практика поможет вам обновить энергетику, нейтрализовать любой негатив, и вы сможете вдохновиться на новые свершения. И именно эту практику, о которой мы далее поговорим, рекомендуется проводить уже после захода солнца. Итак, вам понадобится 2 небольшие пачки соли. Желательно крупные. Именно 2 упакованные, поэтому сходите на рынок или в магазин и купите. 1 пачку соли необходимо нагреть на сковороде. И в процессе нагревания соли читайте: все плохое сожжено, соли белой отдано. Как она раскалится, так и жизнь моя обновится. Когда соль начнет трещать, в таком случае возьмите сковородку в правую руку обязательно и пройдите с ней весь дом, заглядывая в каждую комнату и подходя к каждому углу. И когда вы будете обходить каждый угол, обязательно произносите слова, которые мы сказали вам ранее. После завершения практики необходимо вам обязательно избавиться будет от соли, выбросив ее подальше от своего дома. Но вы помните, что у нас была и еще одна пачка соли, поэтому после того, как вы обошли весь дом или квартиру, возьмите 2-ю часть соли и высыпьте обратно ее на сковородку, раскалите, а после того, как она остынет, насыпьте в разные мешочки. И вот этот каждый мешочек распределите по углам комнат. Если у вас нет мешочков, нет времени вышивать, тогда на салфетке рассыпьте. И обязательно положите у изголовья кровати. Это очень важно. И вот это все должны продержать ровно 3 дня. После этого соль выбрасываем подальше от нашего дома. Вот, друзья, у нас с вами такой день. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 1 марта все-таки наши предки считали одним из самых светлых
теплых и ярких дней, потому что сегодня наши предки славили бога плодородия, природу, потому что все это просыпалось после зимней спячки, и наши предки знали, что нельзя в этот день заниматься рукоделием, иначе считалось, что нитка будет путаться, а ткань рваться. В итоге ничего не выйдет. Нельзя также в первый весенний день ссориться и ругаться. Сквернословие сильно злит Ярила, который может наказать за подобное. Не стремитесь обижаться на людей, потому что все обиды нужно все-таки прощать. А также в этот день, 1 марта, не стоит вспоминать прошлое, потому что это все-таки день планирования будущего. Сегодня необходимо думать о том, чем бы вам хотелось добиться этой весной, а также построить план, как это сделать. И, конечно, лишь удача точно будет рядом с вами. Кто застрянет в этом, будут, конечно же, иметь определенные, не всегда очень хорошие последствия. Вот такой с вами у нас, друзья, день 1 марта, достаточно интересный по себе день. Вот мы всех поздравляем с первым днем весны, желаем всем процветания, благополучия, изобилия, достатка. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, заходите на канал, подписывайтесь и обязательно делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео информация будет полезной и важной.